Всем привет! В этом видео продолжу сборку каркасного велосипеда и начну работу с вилки. Первым делом мне понадобится рулевая колонка с донора. И еще мне понадобится две траверсы, которые будут держать алюминиевые трубы и вилки. Пробную деталь вырезал из фанеры на ЧПУ станке. Эта деталь идеально подошла к раме. Для вилки взял 40-мм алюминиевую трубу со стенкой 1,5 мм. После примерки шаблона нужно эти детали вырезать из алюминия. Для этой цели на металлоприемке купил алюминиевый 10-мм круг. Вырезать буду на своем ЧПУ станке, который не предназначен для металла, но я все-таки попробую. Будет еще один тест станка. В качестве охлаждения фрезы буду использовать проникающую смазку. Ход шпинделя поставил 20% от обычной скорости и съем материала 0,3 мм за проход. Это медленно, но зато деталь получится точно такая же, как задумано в программе, и фрезе будет работать легче. Для траверса это не так актуально, так как тут точность не важна, и ее можно вырезать вручную. А вот если нужно вырезать шестеренки, то это то, что нужно. Такая поверхность получилась с ВД-40. Решил попробовать густую смазку. Под руку попалось компрессорное масло. С такой смазкой проход получается ровнее и чище. Вот такая деталь получилась. Станок хоть и долго, но справился со своей задачей. Теперь из каждого отверстия в траверсе нужно сделать зажим. Для этого я просверлил отверстие и нарезал в каждом резьбу. Чтобы отверстие работало как зажим, его нужно разрезать. С траверсами я закончил, теперь их нужно надеть на трубы. Сразу распилил трубу на две части и вдел их в траверсы. Получилась легкая алюминиевая вилка. Для того, чтобы закрепить колесо на концах труб, нужно выточить из алюминиевого вала два дроп-аута. Изготавливать их буду на токарном станке. Нужно сточить с болванки лишний металл, так чтобы можно было ее вставить в трубу. Осталось обработать другую часть под внешний диаметр трубы. Далее в деталях просверлил отверстие под ось переднего колеса и большое отверстие под гайку, которое будет скрыто внутри дроп-аута. Вторую деталь сделал длиннее, так как к ней будет крепиться суппорт тормозного диска. Осталось вклеить их в трубы с помощью эпоксидного клея.
На всякий случай вкрутил фиксатор в виде болта. Колесо хорошо вставляется и прекрасно держится на вилке. Следующим шагом будет работа над креплением рулевого стакана к раме. К нему нужно будет приварить два уголка, перед этим их нужно прикрутить к раме. Теперь все готово для сборки. Закрепил рулевую трубу в нижней траверсе и стал собирать рулевую колонку. Трубу нужно немного укоротить и перенести якорную гайку. За место нее также можно вставить шпильку через всю рулевую колонку. Собранную вилку прикрутил к раме и опустил велосипед на пол. Вроде бы все хорошо, но вот клиренс меня не устроил. Для его увеличения поверну заднюю вилку на пару градусов против часовой стрелки. Таким образом, клиренс увеличился вдвое. Самое время сделать сиденье. Для этого из металлического листа сделал кронштейн, на который будет приварен подседельный штырь, а на него уже будет надето сиденье. Кстати, если увеличить кронштейн и обтянуть его поролоном, могло бы выйти неплохое кастомное сиденье, как у кроссового мотоцикла. От донора взял штырь, а вот сиденье уже купил новое, так как старое свое отслужило. Так как регулировка не предусмотрена, нужно проверить посадку. Под мой рост все хорошо подошло, и я ставлю такую настройку. Для руля нужно сделать крепление по типу бугеля коленвала. Материалом послужит та же алюминиевая плита. Руль можно сделать как самодельный, так и взять от донора. Попробую два варианта. Из 15 трубы согнул с помощью надпилов нужный изгиб руля. Сразу убрал лишний вылет труб, так как он мешал установке руля. Руль на своем месте, и можно проверить его в работе. В принципе, неплохой руль, но его нужно будет проварить и отшлифовать. Попробовал установить руль от донора, он немного ниже, но ездить с ним тоже можно. Оставлю пока этот руль на вилке. Прикрутил педали и отрезал нужной длины цепь. Она немного задевает за выступающие болты, заменю их на другие без шляпки. Надел переключатель на заднюю ось и также надел ручку переключения от него на руль. Так будут переключаться 3 скорости. Также усилю заднюю вилку половинками 15-й трубы. Велосипед в принципе готов, осталось его загрунтовать и покрасить.
Для этого я частично его разобрал. По этой причине я не стал сажать болты на фиксатор резьбы. А теперь уже не буду этого делать, так как заказал алюминиевый лист для рамы. А эта рама пусть останется как прототип. По этой же причине я не буду ее грунтовать. А вот остальные детали прогрунтую, так как они мне понадобятся в дальнейшем. После покраски все собрал и отправился на тест. К сожалению, заснять, как я катался на этом велосипеде, не удалось. Как только я начал снимать процесс езды, рама лопнула и стало невозможно продолжать тест. Но я все равно доволен проделанной работой. Нужно всего лишь поменять текстолит на алюминий, и все будет в порядке, так как остальные узлы уже сделаны. Но я все-таки проехал на нем метров 500, и мне понравилось, да и прохожим, судя по всему, которые не могли оторваться от проезжающего мимо каркасного велосипеда. Переделкой я, скорее всего, займусь на следующий сезон, плюс установлю на него электромотор. А пока всем спасибо за внимание и поддержку. Если вам понравилось, ставьте большой палец вверх и подписывайтесь. Увидимся в следующем видео.